Всем привет! Это видео будет посвящено небольшому обзору апартаментов типа кондоминиум, расположенного на пляже Камала на Пхукете. Погнали! Сперва начну с локации. Ситигейт расположен на пляже Камала, примерно в 16-17 минутах ходьбы от пляжа, но резидентам все равно не придется до него ходить пешком, так как есть шаттл, который возит гостей до пляжа каждый час бесплатно. Въезд в кондоминиум свободный, как для машин, так и для пешеходов. Также есть парковка на территории. Территория разбита на несколько зданий, в которых расположены жилые помещения, тренажерный зал, ресепшн, несколько бассейнов и так далее. Начнем с первого здания City Care. Это местная лаборатория, которой пользуются не только резиденты, но и жители самой Камалы. В ней вы можете сдать анализы, провести чекап и в целом проверить здоровье, не выходя за пределы территории. В этом здании есть тренажерный зал, площадка для йоги и танцев. Сейчас покажу, как выглядит спортивный зал. Зал находится на 3-м этаже. Здесь есть все необходимые тренажеры для тренировки, а также есть небольшая кардиозона. На ресепшене можно купить воду и взять прокат полотенца. Также есть зона для разминок с левой и с правой части здания. На 4-м этаже есть зона для йоги и танцев. Все под открытым небом. В основном, как я понял, здесь танцуют громкую зумбу. Выглядит это вообще круто. Вообще могу сказать, что площадка достойная. Идем дальше. Мы проходим на ресепшн через парковку и зону, как раз где отбывает шаттл до пляжа. На ресепшене проводится процедура чек-ин, чек-аут. Здесь же можно взять бесплатно в прокат полотенца для пляжа, организовать трансфер, распечатать документы и вообще решить обычные повседневные дела. На противоположной стороне от ресепшена есть зона для работы, на 2-м этаже она расположена. Также есть ресторан-кондитерская, где можно плотно покушать или перекусить ароматной выпечкой. С ресторана, кстати, можно заказать доставку еды прямо в номер. Это очень удобно. Проходя через ресепшн, мы попадаем на один из 3 бассейнов, расположенных в центре территории. С высоты полета он выглядит очень круто. Мы любили здесь проводить свободное время и плавать по вечерам. Пройдем слева от бассейна в здание Париж. Проходим через скрытую парковку и попадаем в лаундри, где можно самостоятельно за 50 бат заложить стирку и сушку. По длительности стирка занимает 40 минут. Идем дальше на 8-й этаж здания. Здесь какая-то заброшка, видимо, должны были сделать ресторан, но что-то пошло не так, он не работает. Но отсюда открывается бесподобный вид на горы Камалы и на главную жемчужину Ситигейта. Это основной бассейн. Если подняться еще выше, то можно вовсе попасть на крышу здания. Вот так выглядит Камала, компактное, спокойное поселение с классным пляжем. И бесподобный вид на Ситигейт. Второй бассейн Ситигейта – это небольшая зона на крыше здания Нью-Йорк с неглубоким коктейльным бассейном, где вы можете полежать и почилить прямо под солнцем рядом с пальмами. Отсюда видно оставшуюся часть Камалы. Очень крутой живописный вид. Здесь есть бар, в котором можно заказать вкусные напитки и еду. Цены средние по рынку. Ближе к вечеру здесь начинает играть музыка, и можно реально хорошо отдохнуть с компанией друзей. Также здесь открывается крутой вид на основной бассейн и на оставшиеся здания. Давайте покажу вам следующий бассейн, последний. 3-й бассейн – это бассейн Infinity. Расположен он на крыше здания Бангкок. Как раз в этом здании мы живем. Чуть позже покажу нашу комнату. Здесь есть душ и небольшая зона для отдыха под крышей. Мы здесь праздновали один день рождения, никого не было кроме нас. Ночью видно было звезды и летали всякие майские жуки. В общем, очень романтично. Прямо по курсу крыша предыдущего бассейна. Там можно тоже заниматься йогой. Давайте быстренько пройдемся по нашему кондоминиуму. Площадь кондоминиума около 35 квадратных метров. Здесь есть спальня-комната. Двухспальня, точнее, это две разные кровати, просто они соединены вместе. Вот, и в целом, как бы, на самом деле неудобно здесь лежать, потому что здесь вот
прям видно, что есть пропасть. Вот, приходится либо спать на одной части, либо спать на другой. Очень много здесь всяких разных шкафчиков, куда можно сложить любые вещи. Очень удобно. Плюс этой планировки в том, что здесь на самом деле куча свободного места. Несмотря на то, что здесь небольшая площадь, здесь есть большой шкаф. Вот в той зоне у нас расположена ванная, туалетная зона. Здесь есть в главной спальне один кондиционер и большие в пол окна. Видом у нас вид это на входную группу, где я показывал изначально вот вход основной с той стороны, где мы заходили с парковки, да, здесь вот небольшой такой фонтанчик. И здесь вот получается сбоку вход в ресепшн. Комната мега светлая. Мы всегда зашториваем шторы, потому что солнце у нас, получается, входит в той стороне. И когда оно на той стороне, в нашу комнату проникает прям такой лучистый свет, светлый, желтый. И он, ну, как бы нас, получается, пробуждает. Места реально много. На полу у нас плитка. С точки зрения ванной комнаты здесь есть душевая, тропический душ с потолка, обычная лейка. Все регулируется. Здесь есть ниша, небольшая раковина. Свет включается с этой стороны. Свет включается сбоку, выключается. И выключается подсветка. Вот, на самом деле ночью удобно, например, когда вы ложитесь спать, включили подсветку, это вам не мешает, например, всегда у вас в этой зоне есть свет. Вот, переходим в зону кухни. Кухня у нас такая эргономичная, соблюдается треугольник, слева у нас есть небольшой холодильник с морозильной камерой, сверху у нас есть зона тоже для расположения каких-то продуктов либо бакалеи, здесь у нас просто штатив стоит. Все шкафы расположены в верхней зоне, очень удобно. Также в этой зоне есть кондиционер, который охлаждает это помещение. Мы обычно закрываем все вот этой перегородкой стеклянной, когда спим. Приоткрываем здесь на небольшую щелочку и включаем здесь кондиционер на 24 на 23 градуса. Холодный воздух проникает туда, и прям там очень комфортно. Есть основное правило: не есть дуриан. Если вы принесете дуриан и кто-то спалит из стафа, что вы кушаете дуриан, штраф составляет 2000 бат с одного куска. Вот, соответственно, нельзя с животными и нельзя, соответственно, курить. Да, с животными нельзя 100%, потому что мы хотели брать кошку с собой, сестра Максима, и получилось, что нам запретили, мы официально писали, можно ли все-таки как-нибудь кошку, а они написали, что нельзя, и на самом деле оказывается, что животные какими-то своими запахами притягивают змей, всяких... Ну, кстати, да. Да, и поэтому, наверное, одна из причин, почему нельзя вообще никак. Есть небольшой балкончик типа лоджии. Мы купили сушилку на Лазаде, сушим здесь наши полотенца либо все остальные мокрые вещи. Вот, соответственно, на этой зоне, если у вас, например, вид красивый, можно сидеть и кайфовать, чилить здесь, встречать рассвет, провожать закат, в случае, если у вас, конечно, это позволяет ваш вид. Наш вид из окна, из нашего балкона выглядит подобным образом. Вот с той стороны у нас получается рассвет. Здесь очень классный свет и вечером, и утром. И на самом деле, ну прям такое умиротворенное место, угловое. Плюс угловых расположения апартаментов в том, что у вас только есть одни соседи, которые не мешают, как это могло бы быть, если бы с двух сторон были соседи. С точки зрения посуды, которая предполагается для резидентов, это несколько тарелок больших, несколько полуглубоких тарелок и 2 глубокие тарелки. Здесь есть чайник, сковородку, кастрюлю небольшую, дощечку, пару ножей и, соответственно, столовые приборы в виде 2 ложек и 2 вилок. Фишка встроенная с внутренним светом. Все очень удобно, просторно, круто, и находиться и жить здесь на самом деле прям очень классно, уютно, и можно сюда прям 100% всегда возвращаться, и, в общем, классно проводить время. Я с собой привез Mac, мы здесь организовываем такую смотровую нашу территорию, садимся здесь, обедаем, ставим Mac на вот эти большие барные стулья, с которых, кстати, неудобно кушать, если вы здесь, например, решили поесть. Вот, ставим Mac здесь,
и смотрим какой-нибудь сериальчик, фильм, и вообще прям обалденски. Я так увлекся рассказом, что забыл упомянуть про основное, про цены за жилье. Мы бронировали жилье заранее, за 1,5 или даже, может быть, за 2 месяца до приезда на Airbnb. Цена вышла $1000 в месяц. Очень хорошая цена. Потому что, когда мы смотрели это же жилье, уже будучи в Таиланде, где-то в начале декабря, цены были космические или даже конские. Около $3000 за месяц. Актуальные отзывы о данном кондо можно смотреть на площадках по бронированию, таких как Airbnb, Booking, Agoda или в нашем случае в российских реалиях Островок. Но я хочу выделить основные минусы от моего лица. Первый минус, наверное, это посредственная уборка. Так как нам крайне повезло, у нас убирались каждый день, но уборка это была 5-минутка. Нам мыли только посуду без моющего средства и быстренько протирали пол. Второй минус это минус, связанный со светом, что часто выключали свет, когда был сезон дождей. Это было очень часто, и это мешало реальной работе, потому что мы даже не успевали заряжать свои устройства. В октябре был потоп, который затопил парковку. Но это не связано, конечно, больше с минусом самого Ситигейта. Это связано было с потопом на Пхукете в целом. Но несмотря на то, что Ситигейт находится в возвышенности, его тоже затопило. Четвертым минусом я могу выделить минус, связанный с полотенцами. Был месяц, когда реально не хватало пляжных полотенец. И только после каких-то замечаний от отдыхающих став решил записывать выданные полотенца под запись. Последним минусом я могу выделить то, что в некоторых номерах есть плесень. Эта черная плесень связана с повышенной влажностью в целом в тропическом климате. Для нас это не было какой-то причиной по смене жилья, потому что у нас это не так было сильно выражено в нашем номере. Но будьте внимательны, когда вы будете заселяться. На этом я завершу обзор наших апартаментов. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока!